Приветствую всех на нашем канале. На фидерной рыбалке очень часто приходится ловить на ракушняке, потому как на ракушке задерживается большое количество корма, и это привлекает рыбу. Но тут же приходится сталкиваться с постоянной проблемой повреждения об ракушку основного шнура или лески, а также монтажа и поводка, особенно если поводок у нас длинный. Например, чтобы защитить основной шнур, можно использовать шок-лидер, а монтаж можно уберечь, связав его на толстой леске диаметром 0,4-0,5 мм. Ну что же делать с поводком? Ведь если его связать на таких толстых лесках, то он может отпугнуть осторожную рыбу, особенно по холодной воде. Поэтому в данном видео я покажу, что мы делаем с поводком в такой ситуации. И еще раз повторюсь, это касается именно длинных поводков. Сразу скажу, что лески я сейчас буду использовать довольно толстые, чтобы вам их было хорошо видно. Итак, представим, что нам нужно связать метровый поводок из лески диаметром 0,25 мм. Поэтому берем леску 0,25 и привязываем к ней крючок. Я это заранее уже сделал. Затем отмеряем сантиметров 40 и на конце вяжем петлю. В итоге у нас получается поводок длиной 40 сантиметров из лески 0,25. Когда этот поводок у нас готов, берем леску диаметром 0,3 и на одном из ее концов вяжем петлю. Для этого я воспользуюсь петлевязом. Обрезаем лишний конец, и наша петля готова. Теперь отмеряем примерно 60 сантиметров. Я возьму немного меньше, чтобы у нас все поместилось в кадр. Вот так. Когда отмерили 60 сантиметров, делаем вторую петлю. И обрезаем. И у нас получается отрезок лески длиной 60 сантиметров, диаметром 0,3, и с одной стороны петля, и на другом конце также петля. Вот. Теперь я заранее подготовил монтаж, в данном случае это паттерностер, и вот эту леску соединяем способом петля в петлю с петлей на монтаже. Есть. И ко второй петле присоединяем также способом петля в петлю наш поводок. Вот так. Вот что у нас получается. Как я уже говорил, поводок нам нужен метровый. Мы сделали 40 сантиметров вот этой части из лески 0,25 и 60 сантиметров вот эта часть у нас диаметр лески 0,3. И в итоге получается метровый поводок. Таким способом вязания поводков мы пользуемся довольно часто, потому как большинство наших рыбалок проходят именно на ракушняке. И скажу так, что, конечно, данный способ на 100% поводок не защитит, но, как показывает практика, при таком варианте поводки приходится менять гораздо реже. И это можно делать с любыми лесками. Разница в диаметрах вот этой вот основной лески и вот этой вставки должна быть где-то на несколько размеров. То есть, например, если мы используем леску основную 0,12, то вставку делаем из лески 0,14 или 0,16. Вот так. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. До новых встреч! Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.